you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании Zigat, совместно выпущенные вместе с обзорщиком Vivir Digital и стоимостью $34. Ну и приходят они в небольшой по габаритам коробке с довольно приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании и указано название этой модели Roomba. Но тут уже были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома. И на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Один набор силиконовых амбушюр, ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники получились очень небольшими и были выполнены из черной смолы с приятным оформлением лицевых панелей в стиле клавиш у пианино, дополнительно украшенных серебристыми логотипами. Но здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, рядом с которым располагается первое отверстие для компенсации, а второе находится уже здесь на внутренней части поближе к звуководу, который имеет длину около 4 мм, диаметр 5 мм, получил хорошо выделенный бортик для более надежной фиксации амбушюр, а также он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а поскольку эти наушники очень небольшие, то и с посадкой у них все оказалось весьма удачно, и они достаточно комфортно располагаются в ушах, обеспечивают плотную фиксацию и практически не ощущаются даже при длительном прослушивании. Да и со звукоизоляцией здесь тоже все вполне неплохо, поэтому посторонние шумы при прослушивании музыки не отвлекают. Единственное, что я заметил, что при использовании некоторых сторонних амбушюр я периодически замечал небольшой драйвер Flex, ну и комплектный кабель я бы все же рекомендовал вам заменить. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Zigat Vivir Digital Roomba. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 12 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено четко на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники при длительном прослушивании меня совершенно не утомляют. Но при этом они обладают насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. А вот высокие частоты тут, на мой взгляд, по своей продолжительности все же могли бы быть получше, поскольку они затухают здесь после 8 кГц, что все же довольно рановато. Но зато вот все любители более притемненного и комфортного звучания здесь точно останутся довольны, потому что утомлять тут совершенно нечему. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились не на шутку выразительными. И хотя это не самый сверхбасхедный и безумно массивный бас, который я встречал, но я думаю, что даже некоторые начинающие басхеды здесь точно останутся довольны. Потому что когда дело касается баса, то тут эти наушники точно не скромничают. И они обладают довольно глубоким саббасом с хорошим физическим ощущением. И крайне панчевым ударным мидбасом, который к тому же имеет довольно быстрое затухание. Да, по текстурности возможно это не самый супер чистый и прозрачный бас, что я встречал, но он приятный, хорошо обволакивающий и словно окутывающий вас своей теплой магией с хорошим насыщением. Поэтому если вы любите плотную, весомую и эмоциональную подачу низких частот, то это, ребята, определенно то, что вам нужно. А вот серединка тут получилась очень теплой и комфортной, но при этом с хорошим насыщением и драйвом. Поэтому слушать даже более тяжелые композиции вам точно будет не скучно, так как эмоций и энергии здесь хватает. Да и в целом впечатлений от прослушивания эти наушники дают прям с лихвой. К тому же вокал звучит достаточно приятно и тембрально естественно, но инструменты имеют хорошую плотность и телесность. Единственное, что лично мне временами хотелось бы тут получить все же чуть больше прозрачности и аналитики. Но это уже мне как ценителю более серьезных техничных моделей. Но в рамках
рамках этого бюджета и конкретно такой настройки это абсолютно нормально, потому что если говорить о музыкальности, то здесь она явно стоит выше сухой техничности. А вот высокие частоты это буквально идеал для вычефобов, и все любители более теплого, гладкого и максимально комфортного звучания здесь точно останутся довольны. Если Tangzoo Redline из предыдущего обзора удивляли меня своей техничностью, прозрачностью и воздушностью, то эти наушники притягивают совершенно другим, а именно своей магией тепла и комфорта без какой-либо лишней яркости или добавленной светлости. При этом детализация здесь все же остается вполне нормальной, поэтому высокие частоты не ощущаются прям уж совсем откровенно упрощенными или глухими, и по сути получается крайне комфортная подача, которую можно слушать буквально часами без малейшего намека на утомление. Ну и звуковая сцена тут получилась слегка интимная и немного приближенная, с неплохим построением планов и заметно большим акцентом в глубину, нежели в ширину. То есть это такая крайне понятная и уютная сцена без лишнего расширения и попыток впечатлить вас каким-то искусственным масштабом. При этом инструменты тут не сваливаются в одну кучу и сохраняют вполне комфортное разделение между собой. И на мой взгляд подобный характер сцены очень хорошо сочетается с их общей теплой подачей, создавая еще более такое расслабленное и в какой-то степени вовлекающее звучание. Ну и если подводить итог, то Zigot Roomba это очень приятные, в меру басовитые и комфортные, теплые по подаче динамические наушники, которые оставили у меня довольно положительные впечатления. Ну да, безусловно, они не стремятся удивить вас сразу какой-либо яркостью или безумной техничностью, поскольку ставка здесь все же была сделана совсем на другое, а именно на музыкальность, комфорт и эмоциональную вовлеченность в процессе прослушивания. И на мой взгляд, с этой задачей они справляются очень даже хорошо. И любителям такой подачи я могу их смело рекомендовать к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.